Можно ничего не говорить, да? Просто поулыбаться и все. Всем привет, дорогие друзья! Вы попали на канал Дело Семейное, где семья живет в деревне, у которой есть хутор в лесу, которая занимается тепличными, огородными делами, стройками, готовками. В общем, что мы только не делаем. Правильно, живем жизнь. Такая, какая она есть, и мы ее вам показываем. Как вы все поняли? Я рада, вы рады. Все рады. Начинается тепличный сезон. Я пришла со своими всеми семенами, разложила то, что я буду сажать в теплице. Мы зашли 21 градус теплицы. Ну как не сажать? Ну даже если немножко холоднее станет. Ну, редиска, она вообще морозостойкая, которая не боится морозов, которая любит влагу. Вот сейчас, мне кажется, ей прямо то, потому что жару она тоже не любит. Она не любит, в жару она не вырастает, она становится горькая, и она полая, ну, она внутри нету мякоти у нее. Дырка такая, пустота появляется. По-любому надо. Опыт имеем. В прошлом году редиску выращивали, зелень выращивали рассаду капусты. Цветная, брокколи, ранняя, средняя, поздняя. Что решила в этом году? Сажаю я цветную, разных вот видов буду. Зелененькая, беленькая, фиолетовая. Мне просто самое интересно. И, брокколи. Вот. Что дам еще шанс брокколи. В прошлом году не получилось собрать нормального урожая. Мы все делали неправильно. Я ждала, как в цветной капусте, вот таких больших кочанов. А она была вот такая. И все до единого наши зрители нам написали, что надо было снимать ее раньше, она потом еще нарастает. Мы это все увидели, поэтому даю еще раз брокколи шанс. Вот. И буду сажать раннеспелую на салат. Мы сажали и конусовидную, и среднеспелую, позднеспелую. Позднеспелая у нас съедает гусеница. Мы и кропили. Ну вот не хочется есть капусту, да, которую мы будем кропить с такой химией, как мы кропим картошку. Если картошку кропишь, хоть земля какая-то есть, и ты ее кропишь рано, и до того, как ты ее будешь есть, правда, проходит время, здесь как-то не хочется. Поэтому только раннеспелую капусту. Все прекрасно, выросла рассада. Помните, мы с вами вот такой вот рассадой капусты. И мне хочется на хуторе посадить. Я думаю, на хуторе хватит. Я думаю, что нужно садить на хуторе, потому что весь урожай, который мы там сняли, он был, я не хочу накаркать, но он был идеальный, можно сказать так. Размеры, да, чуть-чуть там не удались. У нас там лук был, да, такой маленький, небольшой. Но я тебе хочу так сказать. Но зато он был один в один, и он такой... До сих пор. Тем он более. Не гниет, вот что вообще самое важное. Поэтому мы должны попробовать посадить. Да. Еще хочу попробовать пекинскую капусту. В прошлом году сажала на рассаду, она у меня пропала. Никак мне не получилось ее рассаду вырастить, да и сюда я ее почему-то не воткнула. Попробуем. Должны, посмотрю в интернете, должны будем есть. Все, зеленушка, шпинат, руккола, посадим петрушку, листики салата. Я не знаю, может укроп еще принесем. Ну и много редиски. Все. Вот это до того, как высаживать сюда рассаду, теплица у нас будет расти с вот этим вот прекрасным чудом здесь. Поэтому все, давай, садить. Так тепло, прям как дома. Ой, прям не верится. Мне кажется, что мы с тобой в прошлом году сажали, было холоднее. Вот было как-то вот... Я тебе скажу так, что в прошлом году мы вообще как бы... Ты с теплицей только знакомилась. Да. Теперь сейчас надо распределить. Я же в принципе понимаю, потому что салатик там такое я буду оставлять на просто до конца, до осени. Будет здесь салат. И его удобней, отщипываешь, его не надо вырывать с корнем. Тоже многие удивлялись, кстати, не знали. Я в прошлом году всем подсказала, срезаешь салатик, то новый вырастает. Срезаешь, как принцип щавля. Вот, поэтому здесь тоже так сохраню. Типа вот так. Редиска. И здесь я такой рядочек салатика сделаю. Пару рядочков таких салатика сделаем, а потом, когда будем высаживать, допустим, у нас будет тут помидор, допустим, будет. А потом салат. Ну оно ж мне так росло. А не между огурцами оно так росло? Да. И между огурцами, и между помидорами росло. Как огурцов не будет. Ну, может, еще такие типа салаты как-то отдельно от всего остального. На центральную. Не хочешь сначала? Давай туда. Все, короче, погнали в диско.
Лайфхак. Как посадить редиску, чтобы ей хватало места. Тем более я покупаю редис, он такой гранулированный, специальный, очень удобно сажать. Пусть он там немножко дороже стоит, но он стоит того, редиска была в редиску. И чтобы было хорошее идеальное расстояние, надо лоток из-под яиц, можно капроновый, можно пластмассовый, да любой, какой есть. Это идеальное расстояние между семенами. Делаете углубление, серединку этого углубления, кидаете зернышко, потом все вот так вот загребаете, и у вас все готово. Хватает изумительно места вырасти редиски. Покупали мы в прошлом году вот этой фирмы, это, не знаю, белорусская какая-то фирма. Идеальный был всход редиса. Нам понравилось, поэтому в этом году мы снова накупили эту редиску. Что она вот такая. Гранулками. То есть мы ее каждую. Я думаю, что мы эту сторону всю засадим редиской. Поставим воду еще. 2 ведра у нас есть. Поставим лейку, поливачку. Пускай стоит вода. Да, пускай греется. Нам, я думаю, хватит 2 ведра и поливачки один раз полить. Ага. Полили, обратно поставили. Чтобы она была тепленькая. На улице все-таки в бочке еще так не нагреется вода, как в теплице. С мокрые будете и грязные. Ничего, у Яны же есть помощник. Она да. уберет потом лапы эти котячьи. Это будет пушистая. Всю грязь приносит домой. Ну. Все, что она собирает, пока от сарая до дома дойдет. Я уже смотрю, в огороде высохла полностью земля. Наверное, уже можно начинать делать его. Ну, потому что что, ну... Я смотрю, ты тоже этому очень рад. Времени ждать нет. Не, ну этому я не сильно рад. Наши старые зрители знают, что мы огород всегда копаем и удобряем вручную, весь полностью под картошку, потому что у нас тут техника не справляется, она грузнет. Короче, кроме рук ничем больше не справится. Поэтому чем быстрее я начну, тем быстрее я закончу. Угу. На хуторе куча дел, здесь куча дел, огороды начинаются, поэтому все в моих интересах. Угу. Я это так понимаю. Так. Я что-то смотрю, тут редиски ни конца, ни края нету. Это только 3-я пачка. Ты вообще считаешь, сколько их тут? Нет. Ну, я могу сейчас посчитать. Ты Раз, хочешь два, посчитать? три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 в одном ряду. А тут рядов я уже сколько? Посчитай, что 14. Около 30 рядов. это. Это ж я только 3-ю пачку. Только 3, что? А по количеству? Ты считаешь сколько? Придется на овощи осенью переходить. Мы же уж есть, будем продавать. Друзья, если кому-то надо редиска, вы знаете, к кому обращаться. Ссылку на инстаграм Яны я оставлю в описании. Не надо. По редиске обращайтесь к ней. Мы сегодня до обеда были в городе, поэтому так поздно в теплицу вышли. Ездили кое по каким делам, но я еще планировала лук на перо посадить, но мы уже сегодня, наверное, не успеем, поэтому остановимся на редиске.
Ну а по огороду вот уже можно ходить. Воды в принципе нигде нету. Вон была такая каша, все высохло. Поэтому я думаю, что где-то на днях я уже начну его потихоньку перекапывать. Ну что тут, типа тут что-нибудь заканчивается вообще? Уже 2 лотка испортили, за новыми сходили. 2 не выдержало. Как правило, 2 хозяйки в одной теплице не уживаются. Ну, это уже походило мне тут по редиске. Да, Лапка? Кричит же сюда, чтоб забрали. Как-то матроски тут не контролируют ситуацию. Последнее. Вот тут. Вот там еще место. Ну вот, смотрите. Практически вся грядка. Ну, осталось тут метра 1,5. Осталось посчитать, сколько ты туда посадила. Это Я где? ставлю ставки где-то в районе, может, семечек 800. Не знаю, считай. Здесь вот до сюда только. Я посчитал. 64 ряда по 14 штук в ряду плюс-минус. Это почти 900 штук. Ну, все. Ну все. Нормально. Этот Можно было год- еще купить досыпать. Этот год мы для себя объявляем годом витамин. Годом редиски. Так, теперь надо думать, что дальше сажаем тут в этом году. Все, решили с редиской будем сажать рассаду капусты. Ну и тут их в каждой пачке по чуть-чуть. Тут будет и белокочанная, и... Ну, у меня одна пачка раннеспелая. Цветная, брокколи и все. 2 вида цветной капусты. А, И все. я понял. С нас хватит покушать. Да. Ну. По редиске не видно. Редиски тоже хватит покушать. Я к тому, что когда ты про редиску покупала, ты так не думала, наверное. Третье марта, и мы в теплицу высадили редиску и капусту. Сегодня все, больше ничего сажать не будем? Я не знаю, мы успеем. Не знаю.
Редиска с момента всхода до уже редисочки, которую можно кушать, приблизительно 3 недели. Поэтому, когда мы уже будем ее есть ориентировочно? Уже апрель месяц. В середине апреля, думаю, будем ее точно кушать. Да. Если не раньше. Как погодные условия. Да. Все, на сегодня я считаю. Мне казалось, будет быстро. А каждую семечку разложи по одной штучке. бетон, там вечный вокзал, здесь тишина, как мягкий плед. И утро встречает нас в рассвет. Наш домик в деревне, под крышей из грез. Друзья, мы на хуторе. Начинают просыпаться. Много кто в прошлом году писал, вы накладываете звук пения птиц в ваши ролики. Вообще нет. Вот это они только просыпаются. Это даже не слышно. Но они уже есть. Мы приехали на хутор, правда, приехали ненадолго. Ну, сейчас покажем.
У нас возле погреба растет, ну это, наверное, Куст. хвойное растение. Ну да, хвойный какой-то куст. Я уже не помню, как Типа называется. елочки что-то, пока мы не понимаем. И в прошлом году он как будто бы погиб. Вон, даже обломок был. Сейчас вот смотри, Нам как зеленелся. Валя с Димой подарили тогда елочку, да, несколько пережал. кустиков, можжевельник там. Ну вот ему, да, было плохо, но вроде, да, пережил. Вот этот вот хуже всего был, он даже желтый был. И там еще можжевельник. Там у нас один растет, и вот здесь один возле колодца. Растет огородик. Я сейчас хожу и думаю, сколько ж мне еще грядок надо тут. Не, ну мы с тобой типа ж присматривали немножко, как мы будем добавлять. Типа к каждому лепестку параллельно вот как та задняя грядка. Ну я еще подумала еще кое-что. Что? Что? Вот между вот этими Маленькие такие маленькие квадраты сделать. треугольники. А чего треугольник? Ну ходить, чтобы было удобно, наверное. Какие-то квадратики, перец, вот этот чили, там, спаржу, фасоль. Ну то есть ты между лепестками хочешь квадратики под огурцы. Ну да. И у тебя в одном квадратике будет 2 огурца сидеть. Ну, может, не 2, а типа так и так мы сделаем. 4. И ты сделаешь стойку и плестись будет. Короче, посмотрим. Ну и вот такие длинные тоже надо. Ну там мы из-за забора не сможем. Ну с той стороны мы не будем. Вот тот один лепесток, вот этот. Вот самый. Он будет без такой грядки, а все остальные, да, мы сделаем. Мы уже что, отбили уже и соседние участки, и все, ну все стали раздавать. Поэтому мы свой как бы участок и знали, нам тоже отбивали. И мы решили Поэтому делать забор. Надо что-то делать, да. какой-то Ограждаться, обозначать забор. свою территорию, потому что сейчас тут, ну, каждый будет хозяин своего двора, и, ну, чтобы не ругаться, надо обозначиться. Да, поэтому так. И очень много вот с той стороны у нас очень много больших деревьев. Угу. Я, конечно, Посмотрим. думала, что это не наши, но оказывается, это все наши. Ну, не знаю. Ребята, ну вот, чистить и чистить тут. Ну, просто я сейчас заехала, вы как помните, костры это мое. Я уже ему говорю, слышь, вот это срезать, вот это срезать, вот это срезать, вот это срезать. Нам тут резать еще, вот. И это все надо полить. И что не полить, то на дрова. В общем, работы вообще. Как-то надо выделять время на вырезку дальше нашего участка. Вот Надо там, субботники выделять вот для там вырезки. за мной вообще это вишня какая-то, она уже стала просто дикая. Вот там вот, видите, прям стеной. Это вишня. Но там ни одной вишенки, ничего нет. Это просто уже просто заросло каким-то огромным Так мы с тобой не видели? Она в Да прошлом году просто померзла, может, быть, все. померзла, но вообще... Но мы ее половину будем очищать. Да, это следующая, не наша половина. Конечно, на других работать не будем. Вот. Но пока соседний, прям вот соседний участок пока никому не отдали. Ну, мы, по крайней мере, не видели еще, чтобы кто-то туда приезжал. С одной стороны, да, с другой еще нет. Через участок есть. Да. Получается, вот через этот пятачок Да, есть соседи. есть уже соседи. Вот. И мы вот знакомы. эти яблони, что мы с вами белили, вот это все, это не наши яблони. Ну, просто привели вид, там, в принципе, было все заросшее травой, и все, вот эти палки, эти коряги, в любом случае даже свисают вот эти какие-то ветки, в любом случае подрезать. Написали нам по поводу самшита в прошлой серии, что лучше его не пересаживать. Плохо он поддается пересадке, испытывает большой стресс и, как правило, погибает. Поэтому будем, значит, его облагораживать здесь. Ну, а по липе сразу ответим на 2 частых комментария. Липа, ее надо убрать, потому что она над домом. Убирать мы ее не будем. Это очень красиво. Особенно тогда, когда она цветет.
Тут запах, здесь она вообще сама по себе такая красота, просто белое дерево стоит. Мы его просто подрежем, как мы сможем это все. Сделаем ему меньше нагрузку на ствол. И помойте крышу. Крышу мы тоже мыть не будем. Как нам пишут некоторые подписчики, это красиво, это ваша фишка, вот он такой мох, такой крыши нигде не встретишь. Поэтому, Придает старину, необычность да, мы этому месту. Вот как есть, вот мы сохраняем, стараемся это все сохранить дело. Поэтому пока оно нам не мешает, мы это трогать не будем. Вот. А приехали мы вообще, привезли диван в коридор, в холл сюда. Сейчас мы тут немножко приберемся. Поставим диван, что-то отнесем на кухню, уже можно поставить. И нужен нам компрессор. Вообще мы приехали за компрессором. Ну да, диван мы уже убираем, сейчас тоже начнут писать, уже как таковых пыльных работ не будет. Дома он и так у нас с комнаты в комнату, с комнаты в комнату. Я говорю, давай уже наконец-то. Коты у нас используют исключительно как лежанки. Думаю, сегодня коты наши очень расстроятся, что забрали их царские лежанки. Заходила за этим диваном. Но он нам и дома мешает. Ну и здесь будет уже присесть, поэтому коридор сделан, дивану быть. Что бы кто ни говорил, кто ни писал нам, кто рад, что вот за мной спилили вот эти коряги, насколько стало некрасиво. Все-таки это дерево, которое было повалено, оно давало такую свою какую-то изюминку, свою загадочность лесного места, лесного озера. А сейчас просто я зашла, у меня аж сердце болит. Ну, вот на самом деле. Насколько вот, не знаю, вот так мне нравилось. Вот сколько писала нам комментариев зрителей, и я писала, что мы никогда не будем спиливать его, чтобы сохранить вот эту лесную необычную сказку. И насколько мне сейчас тяжело смотреть то, что они его спилили, вот кто-то. Я не знаю, мне аж плакать хочется. Настолько это было вот завораживающе, необычно, когда мы первый раз вообще сюда зашли на это озеро до момента покупки нашего хутора. Я Артему сказала: боже, посмотри, насколько красивое лесное озеро, вот просто картину пиши. Тут такие пейзажи, когда все зеленеет, тут просто невероятно. Тут одна девушка приходит очень-очень часто с большим таким фотоаппаратом, у нее такой объектив огромный, и она просто тут час находится. И мы вот как-то у нее спросили, что она фотографирует. Она говорит, разное время года распускается, и она постоянно сюда приходит. Она сказала: вы что, ребята, это такие пейзажи лесные, необычные, что это нигде не найти. Не знаю, в общем. Я думаю, что эта девушка, которая сюда приходила, я думаю, что она тоже расстроится, потому что я уверена, что она фотографировала вот это вот место. Тем более уже и потом стояла наша лодка. Ой, в общем, как-то так. Мне грустно. Кому-то, может, не грустно, кто-то рад, наконец-то и писали. Но мне грустно от этого. Очень жаль. Ну вот хорошо, вот. Как они, не знаю, люди поняли, они вроде бы, как бы, наверное, сделали хорошее дело. Но эти коряги
Какое же огромное дерево, все в воде. Вот эти сейчас куски, я не знаю, поплывут они или что сделают, они распространятся по всему озеру. И толк от этого. Вот, пожалуйста, еще одно дерево. Видите, отпилено. Вот ствол распилен. Вот один кусок, пожалуйста, вот тут вот валяется просто в воде. И это бревно, я не знаю, растает лед, оно поплывет или что оно сделает. Ну, то есть, не знаю, может, я женщина и не особо как бы понимаю в этой теме, но вот эти вот все веточки, вот эти вот, что они подпили, они просто поплывут по всему озеру. Я не знаю, кому мешали вот эти вот, пожалуйста, срезанные. Но если, конечно, я искренне, может, хочу верить в это, что, может, кто-то планирует, как мы думали в свое время, если спиливать, то делать какой-то мостик. Но если так, то да. А если нет, то я не понимаю. Вода очень сильно начала подниматься, очень сильно. И это та лунка, которую я прорезал тогда. Да. Смотрите, там щука дохлая лежит. Это точно щука? Да. И не маленькая, слышишь, там плюс-минус килоха. Или это не щука? Это щука. Во, хвост, она пятнистая, такая же. Достать нечем, правда? Да не надо, там же вода, если не лезь. А пошли еще вдоль берега пройдемся. Это та лунка, где бензопилой пропиливался тогда. Угу. Знаешь, сюда вот ходят люди, и вот при нас, когда мы с тобой приезжали, приходил и бегом побежал. Для чего? Ну, немножко обидно, конечно, очень прям обидно. Для того, что люди не с той целью, чтобы рыба подышала, а с той целью, чтобы ее словить. И он быстро побежал, посмотрел со своей лунки, возвращается и нам такой говорит: ничего нету, я думал, что-нибудь типа руками словлю. И он пошел, и я такая на Артема смотрю, говорю, ну, честно, прям неприятно стало настолько. А вы вот пишете многие: запустите рыбу. Да нам не жалко, мы запустим. Да не стоит она таких огромных денег. Знаете, что будет жалко? Что вот такие какие-то браконьеры, которые, не дай бог, там какими-то сетями, какими-то вот, пожалуйста, зимой бьют лунки, чтобы словить рыбу руками, которая идет, как замора рыбы идет, да? Вот из-за этого, честно, не хочется. Возможно, я уже Артему говорила, будут соседи, вот эти сейчас с нами молодые. Может, мы как-то совместно сюда запустим, как-то будем ухаживать совместно за озером. Ну, я не знаю, ну, честно, вот есть очень много таких всяких ситуаций, которые мы вам не рассказываем, от которых, ну, вот реально, ну, не хочется сюда запустить, чтобы потом это браконьерничали, вот это все, вот, которое вырастет, вылавливать. По-настоящему, с удочкой, ради бога, с лодки, там, как хотите, ловите, не жалко, но заниматься такими делами, как они тут некоторые занимаются, реально, прям не хочется ничего сюда запускать, да. Жалко рыбку. Нелегкая, слушай. Так давай помогу. Справлюсь. Не хочешь, чтобы помогала. Ну. Дома сыночек помог. Ну. Я ему чуть-чуть помогла. Уже взрослый, не пора помогать. Знаете, что Яна сказала? Говорит, мы уже гнездимся. Нам же вот так вот лавку поставить, посидеть у окна. Как эти. Надо лавку там делать, чтобы можно было смотреть, что люди ходят. Так ты и так будешь видеть? Куда они ходят, Ну. сидеть там, обсуждать, там сплетничать, уже пора учиться. А эту сказала, вторую, поставить возле дровника, чтобы можно было там посидеть. Слышишь, ты там в деревне у деда возле сарая, там у нас место сбора всегда. Ты сейчас мне что сказала на днях? Пошли посидим, уже тепло, можно посидеть под сараем. Ну передышка же должна быть. Ну да.
Последний раз, помните, когда мы сюда приезжали, вот здесь вот у нас стояла вода. В огороде у нас много где стояло. Это все высохло. Сухо, чисто, красиво, и начинает уже травка зелениться. О. Ну, знаешь что? А давай сейчас колодец посмотрим. Поднялась ли там еще вода? 100%. Мне прям Я очень думаю, что интересно. там уже первое кольцо точно в воде. Давай. Ну что? Ну да. Ну вот стало выше. Ну первое кольцо заполняется с последнего Уже раза. чуть-чуть осталось, Чуть-чуть правда? осталось, да. И уже, я тебе скажу, не видно камней. Камней не видно, в прошлый раз чуть-чуть было видно. Угу. Нормально. Слышишь, как хотели? Ну. Просто идеально он сюда стал. Вот здесь вот зашьется еще арочка, добор будет. И вообще супер. А вот здесь вешалки, как мы и хотели, на этой Да, стороне. да, да. Вот Так. здесь вешалочки сделаем. Слушай, в этот диван он же поднимается, там полки спрятать. И какую-то обувь мы спрячем, которая на хуторе. Вообще класс. Просто идеально стал. Супер. Как надо. Правда? Ну. И кухня я уже придумал, как все покажу. Смотри, шкафчики ровно на вот эту стену Ага. вешаются. Сюда столешницу купим. Либо ее сюда доберем, либо вот так вот и оставим. Ага. И нам здесь для хуторских наших забот. Так, слышишь, тут вот еще здесь вот стол. столик станет. Точно. Я Ну, думала, что мы супер. будем, ну, типа, стол поставим в комнате, а тут и на кухне хватит места. места. А больше шкафчиков тут и не надо, мы ж, ну, тут так, Вот, просто предостаточно что-то. тарелочки, кружечки, чай, Да. кофе там. Да, И супер всё, вообще. супер. Я не ожидала, что столько места. Класс. Так ты ж еще и стол можешь сам сделать. В магазинах продаются заготовки, красивые Так он ножки. уже, ну, да, тот большой. Красивые Тут эти. может на комнату сделать, да, столешница. Ну, такая. посмотрим. А сюда круглый, вот сюда в угол Да, поставить. да. 4 стульчика, и все, Мгм. супер. Класс. Молодец. Ты дизайнер. Это просто кухня под размер пошла. Все-таки какие-то стандарты, когда строили дом, соблюдали. Мгм. Ну да, это уже кухня. Кучу дядя отдал сдачи. Ну. Ну. В прошлом ролике мы спрашивали, что же мы ж купили столько листов ДВП, не подумав, что же нам с ним сделать. И было достаточное количество комментариев, что в таких вот домах деревянных били их на потолки, красили, и просто каждый там несколько там лет просто обновляли белой краской. И один, по-моему, мужчина писал, ну точно не И этот, женщина писала, что я тоже читал. 70 лет ему, и вот в доме там с его рождения вот это набито ДВП, и оно покрашенное, все прекрасное, и уже этому ДВП, он сказал, 70 лет. Поэтому, дабы нам все равно его как бы деть некуда, ну и с потолком что-то надо делать, правильно? Нам же мы же не оставим там USB вот этот вот. То мы принимаем решение, так как нам наши зрители сказали, будем бить ДВП, его красить. И возможно, что мы его Декоративить. сделаем дизайнерским, Да. задекорируем. Но мы не будем рассказывать. Один комментарий был, и Да, эта он женщина понравился. знает и догадывается, Да, что как мы мы говорим. сделаем. Вот. Да. Поэтому все. Мы нашли применение. Спасибо вам огромное. Мы знаем, у кого спрашивать. Если что-то не знаешь, спроси у наших зрителей. Зрители все ответят, посоветуют. А ты, пожалуйста, только со списка выбирай. Да. Кто что посоветовал. Все, поэтому мы нашли применение. Возьмем не только компрессор, но возьмем еще аэратор. Он пройдемся по газону, немножко взрыхлим это все, плюс
мы соберем такие оставшиеся листики, где-то какой-то мусор, камешки. И почве дадим кислорода, чтобы газончик наш прорастал хорошо. После зимовки нам нужно здесь везде, в доме и в дровнике, и в этой кладовке провести субботник. Потому что как бы не сильно страшно, но я смотрю, что много чего нужно тут убрать, много чего нужно выкинуть. Поэтому давай спланируем себе так, что в следующий раз, когда сюда приедем, проведем субботник. Надеюсь. Будем на это целиться. Уже как бы начинает мешать все. Все, быструю поездку на хутор мы завершили. Взяли то, что нам надо. Едем домой, потому что у Яны сегодня второй день высадки. Тепличный, да. Что у нас? Лук и зелень. И зелень. Да. Лук на перо, да? Да. Лук и зелень, и найдем спотбонд, и на ночь будем накрывать. Поехали. Приучается за газоном следить. Он дома чаще будет находиться. Косить он уже в прошлом, хотя и Николь же в прошлом году косила. Николь все делала. Дедовской ручной косилкой. А этим аэратором немножко тяжелее. Получается, что мы делаем? Мы вот эту трава, которая сейчас лежит, мы ее чуть-чуть взрыхлим и песок взрыхлим. Дадим ему кислород, пустим в почву, и газончик начнет нормально хорошо садить. Аэратором таким нужно постоянно проходить. Даже когда уже летом газон, я не знаю, периодичность, я не знаю, может хотя бы раз в месяц, но делают такими ножами даже. У нас есть ножи. Но мы сейчас решили без сумки, потому что это даже грязь все закидывает. Ну все, не получается. Так, рассказывайте. Все-таки бабушка сказала, переживает, чтобы не сгнили корни, что все-таки надо раскрывать. Ну, все нормально вроде с корнями. Так надо тогда полностью раскрыть их. Ну, чуть-чуть я присыпаю опилками. Чуть попозже еще потеплеют и опилки сосновые. Просто ветки будут больше. Ты напомни подписчикам, что это. Хризантемы это. Их утепляли на зиму. А потом же вообще уберем эти опилки. Они же как просто утепление. Ну вот они. Ты не видишь? Стрижен. И там еще одна. Тут их несколько. Несколько. Вот еще торчат. Ну, в общем, вот мы чуть-чуть их присыпем. Чтоб все равно сейчас ночами чуть-чуть морозики есть там. -1, -2. Хочется сходить в теплицу. Посмотри, сколько градусов. Да? Пошли посмотрим. Сейчас уже время 3 часа дня. Ну пойдем, может стоит ее чуть-чуть проветрить, окошки. Как ты думаешь? Я думаю, проветрить нет, но пошли посмотрим. Что там по градусам, мне интересно.
ты думаешь, сколько? Я думаю, 27. 26. Почти 27. Чувствуется. Почти 27. Да, прям угадал. Ну, чувствуется так. Душненько. Хорошо, земля прогревается. Земля Вообще супер, я она считаю. прям теплая. Я прочитала сегодня, что редиску надо сажать в землю, чтобы она была хотя бы +2. Здесь больше. Да, она очень... Здесь все вообще замечательно. Пошли, ты мне сейчас достанешь наши ящики с луком. Заодно переберем лук, весь, который что-то с ним не так, выбросим. И выберем, что нам на перо заберем. Лапка хочет в теплицу. Вот. И все, и будем сажать зелень и лучок. Заходи. Лапка. Такая хозяйская девчина. Злая какая-то. Лапка. Ужаски. Ужас. Появился. Где спал, малыш? Ты где спал? Спал, наверное, где-нибудь в сарае. Так, ну, даже, я не знаю, лук один и тот же был куплен. На севок был один и тот же. Вот этот лук посажен у нас на хуторе был. Пожалуйста. Просто как один. Пусть он где-то мелковатый, он не успел вырасти, да? Не знаю, может, ему влаги особо не хватало, но вот, хранение лука, Там вообще пожалуйста. испорченного нет, Тут да? вообще испорченного нет, вот. Да, и тут 2 ящика. Угу. Вот. А вот этот, который мы тут сажали, во-первых, очень много луковиц почему-то поделилось вот так. Вот, и очень много гнила. Вот, пожалуйста, тут гниет. Вот видишь, ты уже это есть ты не будешь. Сейчас вот с этого повыбираем, возможно, прям мелочь какую-нибудь позабираем, тоже потычем. Угу. Все. Мы, я думаю, до нового сезона лука еще вот 2 палетки. Но покупать его точно не будем. Вот всю зиму едим. И вообще мы едим всю зиму, пока только вот этот, который тут в деревне. Угу. Поэтому давай доставай мне этот ящик. Посмотрим, сколько получится. А там, если что, отсюда еще наберем. Ставь сюда. Есть уже много вот. Поэтому вот это точно сажаем без продолжения. Этот можно. Да. Тимур уже почти выздоровел. Остаточный остался. Решил выйти с нами сегодня на улицу. Лук, который там без пятен. И не мягкий. Да? Что? Гнилой. Так, этот нормальный. Не разбираюсь. Тоже Ну, вот. нормально. Фу, этот уже понятно. Чтобы вы там рисовали, вы там один раз порисовали и все. А я домик не докрасил. Будешь в этом году ты докрашивать. Готовь к сезону свое убежище. Сейчас я тебе краску размешаю. Компресс ризы все принес. Все, занимайся. Справишься? Да.
Я тоже так думаю, что справишься. Там надо в этом году и мебель может сделать внутри какой-то. Лежанку. Ну да. Нам Тимур полеживал. Да. Я люблю лежать. Интернет у нас можно туда провести. Я вообще сюда хочу электричество подвести. Сюда можно свет сделать. Ну, короче, планы есть. Кое-какие. Мне бы хотелось песочницу, но что-то наша Николь еще играет Начала играть. в песочницу. Мы с ней поговорим. Я хотела из песочницы сделать террасу. Мы с ней проведем беседу. Но я думаю, она не разрешит. Придется песок менять. Все, теперь ты будешь там жить. А ты говоришь, как колесо применить. Вон домик для котят. Лапка ты бы не пролезла. Так она и не лезет. Может, пыталась. Хотя она ест меньше, но просто намного меньше. Немного прикинула с тем немножко учетом, что что-то, какие-то ряды мы сохраним. Вот так вот, оставляя пространство, то есть, допустим, тут помидорина, да? Угу. Здесь между ними будет зеленушка. Примерно так. Ну, не знаю. Здесь, наверное, посадим стеблок на перо. Он потом все вырвется. Эта сторона вся вырвется. Единственное, что в этой стороне уже, когда будем высаживать, что-то подкорректируем, что-то оставим. А что-то, когда посадим помидоры или там перцы здесь, да, я подсею тот же салат. У меня еще есть. Ну, как-то так пока. Не знаю, как по-другому, но примерно вот так надо оставлять. И все. В прошлом году, как помните, руккола у меня была по углам. Я говорила, что руккола двухлетка, вообще она должна выйти. Как бы мы не перекапывали там, где она, но я же не знаю, выйдет или нет, поэтому пачечку рукколы мы подсеем вот тут с краешку. Нам, в принципе, даже одного рядочка хватит добавлять в салатики. Вот наша руккола в рядке. Просто. Что мы делали без таких помощников? Тоже не знаю. Все-таки Яна решила полить немножко. А вода, знаешь, такая вообще теплая. Теплая, но видишь, хорошо, что мы поставили. Сейчас опять наберем. Так, все полностью, Да. но по чуть-чуть, да? Ну да, не сильно много, чтобы, я переживаю, чтобы хорошо семена промочились. Ну да, где-то так примерно.
Досаживаю шпинат. Очень удобно. Покупала такой тоже гранулированный. Хорошо видно, как разложить. Если вот семена салата я просто сеяла, я буду прорывать, потому что это густо. Угадать снова. Нереально. А шпинат вот с каждой семечки будет кустик, и на нем предостаточно будет листиков. Сначала будем листики рвать, потом уже где-то целыми вырывать. Что-то оставим, я же говорю. Со шпината очень вкусно делать, я знаю, делать киш, вкусно смузи какие-то делать, пить. И очень вкусно мы едим яичницу. И в салат тоже шпинат добавляем. Все. Еще сейчас там петрушку посажу. И со зеленью все. То есть у нас целая грядка. Ну просто что мы оставляли масштабы. Останется лук. Поэтому ты поливай. Еще вот тут польем немного. Вот. И все будет. Теплица полностью посажена. Все, друзья, вся теплица полностью высажена. Яна ее засадила, вот это практически вся грядка, редисом, около 1000 штук, почти. Вот здесь на центральной грядочке вот до сюда 4 рядочка петрушки, и дальше все засажено луком на перо. Ну а левая грядка у нас рукола, и вот туда далеко засажено все салатами. Вот такая вот красотища и вкуснотища нас ждет. Сезон начали, теплица полностью засажена. Ждем всходов и будем вместе с вами наблюдать за результатами, которые она нам принесет. Водичку я наполнил. Еще пока есть время, пойдем позанимаемся на улице. Ремонт домика. Ну, это на самом деле недоработки прошлого года. У меня так получилось, что дверь, она или просела, или что.
И типа, ну, открыть никто не мог. Сейчас все работает. Все супер. Чуть-чуть тут надо вот подрегулировать. Все уже докрашено. Ну, 50 на 50 мы с Тимуром. ну Тимуру молодцы. почерк видно, да? Да. Ну так это же их и домик, пускай делает. Ну, молодец, он старался так вообще. Хорошо, что краска, она вообще без запахов, она как вода просто. Ну да, И он она красился, безвредная. обалдел просто. У детей даже мусорка есть. Видишь? Николь притащила. Тимур мне говорит, а мы что, домик гуашью красим? Я говорю, что она вообще не пахнет? Ну, такая краска хорошая, она защитно-декоративная, вообще без запаха. И красится хорошо, и ложится хорошо, и можно через пульверизатор красить, можно кисточкой, валиком, чем угодно. И, ну, она на самом деле защищает, вот она вообще не выгорела, год почти. Да, вообще домик одинаковый. Домик одинаковый. Все, домик со всех сторон покрашен, защищен, уже имеет оконченный вид. Я уже скучаю по вот этому. Косить траву. Зонтиком траву покосить. Нам надо опять купить, наверное, травы и посадить. Да, подсеять. Потому что у нас в прошлом году осенью тут свои аэраторы, кассификаторы ходили. Ну, Немного куры походили, поразгребали. Поэтому нужно, наверное, подсеем. Мы подсеять. хорошую траву нашли, она недорогая. Очень Мы дорогая. показывали в прошлом году. в Доброцене, в Светофоре. В Светофоре, да, в продается. таких вот магазинах. И вообще она Дешёвая, идеальный и всход. Просто Идеальный. максимально классно. Вся полностью трава и очень быстро всходит. Да. Поэтому всё. Ты еще что хотела садить сегодня дома? Ну, капусту, но мне надо баклажаны подсыпать. Ну, пошли я уже все. Давай. Вот так вот он хорошо прочистил, прогрябал и возбудил почву. Что, он опустил ушки? Один. Покажи. Вообще упал. Все стоят. Ну, все Ну, себя что, хорошо понравилось? чувствуют. Ладно, тогда А что это минус там один. наш? Будет тогда Семечко. минус один. Баклажаны надо подсыпать, потому что вытягиваются. Хотя все, мы максимально низко опустили лампу. Все сделали, как нам говорят наши зрители. Все равно они вытягиваются. Сейчас мы их подсыпем. Все будет нормально. Мам, Скоро. я как-то хотела. Если как курки.
Так, я подсыпала перцы наши чили. Я подсыпала баклажаны. И вот у меня взошли еще перцы. Ух ты. Я их хочу сюда к баклажанам поставить. И тоже, наверное, я их уже подсыплю. Это вот эти, которые позже сходили. Подсыпай. Сейчас у Яны забот в 2 раза больше. Рассада дома. Уже высажена вся теплица. У меня своих добавилось, у тебя не меньше. У тебя они покруче. 2 огорода. Угу. Никто не отменял, которых надо сейчас начинать срочно готовить. Ну, аккуратно с росточком. Ремонты. Ну да. Поэтому Веселое такое время начинается. заняться есть чем. Сидеть просто так не будешь. Работа будет всегда. Научиться стоять, Тимур, на роликах, это тоже многого стоит. А я, кстати, умею на роликах ходить. Ну, подкатываться, да? По чуть-чуть. Тимур не хочет себе ролики, но Никуша нагоняет. Пальцы там как, ну погоди, свернулись уже. Нет, они же у нас такие на много размеров, поэтому ему прям вот впритык. Последнее вот Такие же это ролики, растянули. но только его любимый цвет. Так, из всего, что я посадила, пока 4 схода нет. А нет, 3 получается. Это перца? Проклевывается, да. Это 2 желтых, 3 желтых и 1 красный. Но мы их еще вот так оставим. Вот один желтый, получается, всходит, уже видно. Мы их еще сейчас оставим под пленкой. Те уже все. Ну вот пока из всего, что посадили, возможно, будет 3 неудачи. В общем, с этой пекинской капустой я уже что только не думала. Но, в общем, буду ее сеять на рассаду дома, пытаться снова. Буду сеять не по стаканчикам, как в прошлом году, а вот так вот в один этот контейнер. Получается, немножко подрастим до конца марта ее. И уже в апреле я видела высаживать в теплицу, и в мае уже мы должны есть капусту. Как обещал. Не знаю. Поэтому сейчас вот так посадим, поставим, накроем, тепличку сделаем и все. Может, что-нибудь получится. Будем надеяться. Все. Досеиваем. Так, что у тебя осталось? Огурцы, помидоры? Из рассады. Что тебе нужно еще высадить? Помидоры. А огурцы будем, наверное, сразу. А, огурцы молоть. в грядку, да, сразу? Ну, не знаю еще. Ну, пока огурцы Нет, рано. так может мы для хутора или на хуторе тоже сразу? Ну, в общем, огурцы же еще рано. Не, я вообще Сеять спрашиваю. дома. Может, сделаем что-то на рассаду. Я думаю, так как ты планируешь огурцы садить на хуторе вот Ну, в сделаем. маленькие, то, наверное, надо на рассаду посадить. Сделаем. Сделаем. Но огурцы уже в самый последний момент. Они нормально быстро растут, они потом начнут плестись, и чем, мне кажется, их больше высаживаешь, ну, рассаду, тем как бы, ну, немножко сложнее ей приживаться. Ну, мы же в прошлом году сажали с тобой на хуторе. Вот, все. Пока так. Через пару дней будем сажать помидоры. Да? Что-то как-то погода вроде, ну, как бы неплохая будет. Неплохая. Я, конечно, переживаю, чтобы не спешить, потому что потом с теплицу не ставить обогреватель, как мы в прошлом году, но думаю, что вот-вот уже посадим помидоры, потому что мне уже хочется. Я не знаю, какое количество у меня, конечно, их получится. А черри будем? Черри, много черри будем сажать. Черри. Все,
Будем заканчивать на этом нашу серию. Вот такая она у нас получилась. Ставьте лайки. Очень, не знаю, очень душевно классная, потому что Тепличная очень. тепличная, такая теплая, такая веющая настоящей весной, открытием нового сезона посадок, сезона много-много-много заботы. Огород это не просто даже элементарно одна рассада, каждый день ее надо поливать и пшикать. Вот. Поэтому все остаемся с нами, ставим нам лайки, подписываемся на наш канал. А мы вас всех любим, всех обнимаем. Всем пока, до скорых встреч. Пока-пока.